Я сяду на... Снимать будет, надо вот так ехать будет. Окей. CBR Fireblade. Первый раз на вот такой штучке. Посмотрим, что он из себя представляет, что он покажет. О, уже неудобно. Я его еще не завел, уже неудобно. Завел. Все. Что заглох? Подожди. У него начинает тухнуть. Батарейка тухла, что ли? Ну-ка, ножку убери. Я скорость включил, он только сразу начинает. Ну, у него видно это, воздух попал. Машина сзади. У него на гидравлике? Он уже в прошлом году мозги делал. Не успел еще отпустить, он хочет ехать и глохнет. Сцепление, воздух попал. Ну что? Ну, в начале в самом. Надо, короче, больше газу давать. Тихонько опускай просто и все. Его, аккумулятор что-то, он после зимы еще. Ну я заметил, у него лампочки начинают тухнуть. Так, первый раз на водогон. Спорт, все на спорте. Короче, CBR литровый. Дури у него до хрена, я уже чувствую. Я еще никуда и не переключался. Я на первую скорость ехал. Короче, вторая скорость. Блин, уже неудобно. Я не знаю, спортсмены, я вас всех люблю, конечно. Как на этом вообще ездить? Так, ну что, это вторая скорость такая? Ё-моё, короче, да, эмоции, вот такие вот у нас эмоции. Все ездят, о чем-то там говорят, там, CBR, не CBR. Ну вот, мы здесь, в этом случае мы можем попробовать и что-то сказать вам, рассказать, как она реально тянет или не тянет. Ехать куда-то на этом или не ехать. Мощный, конечно же, мопед. Ничего не скажешь. Реально мощный. Так. Ах, что у нас здесь? Все на спорте. Здесь даже... Здесь карбон. Здесь карбон. Здесь вот очень громкая штука. Карбон. Подвеска Öhlings. Он со всеми причиндалами вот здесь вот, да. Fireblade. Этот байк вы видели уже на канале. Был у нас на ремонте. Короче, ремонтировался здесь. Вилка вот это все собиралось, разбиралось, ставились нормальные клипоны. Как я сейчас помню, да. Вот здесь мы клипоны меняли, вот это все на оригинал, чтобы было похоже на что-то. Нагрелась, кстати, вода быстро. Здесь вот горячий воздух идет с радиатора. Ужасно горячий. Мощности у нее там что-то в районе 170-180. Точно не знаю. Макс сейчас скажет. Макс про этот мод знает намного больше.
Проехал он всего-то 31 тысячу. Ну, для спорта это как бы это... Фига у него там вода уже сотня стоит. Надо ехать. Тосол нагрелся. Надо просто газ раньше давать. Неудобные неудобства, короче. Мне уже не 20. Вообще не прикольно. Твердо, блин. Давай, едь. Поскольку я не дома, Макс дома. Глушитель просто вот по кайфу. Он до того четко прям ты чувствуешь мотор по вот этому выхлопу. Ну, по крайней мере, вот в начальной стадии. Я не знаю, конечно, сейчас у него оборотов можно крутить до 12. А я еду прям на холостых, можно сказать. Для такого вида мотоцикла я еду, можно сказать, реально на холостых. Потому что я вот первый раз на таком байке, и как бы он моментально реагирует. Царапины, конечно, это все вот это было из-за того, что клипоны стояли дешманские, корябали весь пластик. Это обидно. Я вот не понимаю, ну, есть, конечно, товарищи у нас, я видал, они на таких прям реально рассекать могут дейли, ну, каждый день. Это, конечно, ну, респект. Я вот сейчас прокачусь, получу, наверное, заряд эмоций. Смотри, я сейчас включил четвертую скорость, 2500 оборотов. Ему только, да, ему, конечно, вначале чувствуется, ему обороты нужны. Все-таки тачка, которая любит обороты. Где Макс? Вон Макс. Это тачка, которая нуждается в оборотах, и у него песня начинается с 5-6, и потом, соответственно, до 12 можно крутить. Я думаю, эта телега поедет 280-90. Но, если честно, я на нем столько не хочу ехать. Мне страшно. Я думаю, ну, 180, если разогнаться, это будет прям вообще easy going. Вообще спокойно. Но мне будет 280 на нем ехать страшно очень. Вот эта вот вся твердая подвеска, это, конечно, хорошо, то, что, ну, для скорости, да. Тебя так сильно качать, я думаю, не будет. На него надо здесь лечь на бак. И все. В принципе, вот так вот его закладывать. Ой, ну вообще, велосипед. Ну, такой, знаете, покет-байк. Вот, смотрите, если я обороты даю. Вообще 80-90 набирать для него скорость, это не скорость, ну. Вот такой. Ядрит твой налево, какой он твердый, а. Это просто... Это просто, блин, CBR RR. Ну, это какой-то там рейсинг, рейс. Очень что-то быстрое. Я даже нейтралку не включил. Боюсь, нейтралку еще включу, заглохнет, вообще будет весело. У него, поскольку тема спортивная, очень сразу прям все вот это вот близкое сцепление. Ну, с моим Kawasaki вообще никак. Ты не успел отпустить сцепление, он уже едет. Здесь надо из-за всей этой темы мне нужно прям сразу же, мне надо сперва давать газ, потом отпускать сцепление. Как вот на автомобиле, когда начинал ездить, учиться, сперва даешь газу, потом сцепление, чтобы не заглохнуть. А здесь получается прям оно, ну, вот такой вот. Что у нас, 4-я скорость? Ну, у него 100 км в час, это вообще для него прям ничего не значит. Вот смотри, он вот такой реально, вот я на нем сейчас еду, покет-байк. Блин, дичь. Но эмоции есть. Пушка-гонка. Кто любит пушка-гонка? Вот вторая скорость прям, на второй ему сразу. У-ху! 3-я. Да, 4-я. Вот это, кстати, мне кажется, это уже поставили потом. Это не заводское все, ну. Датчик показывает, какая у тебя сейчас скорость. Это очень, конечно, он нужен. С одной стороны. Вот как на таком ехать на дальняк? Объясните мне, пожалуйста. Это просто что такое? Очень прикольно, очень прикольно.
Я себе такое не куплю. 300 километров, наверное. Вот я и говорю, я сейчас только что подумал, как можно на нем проехать 300, как? Дальняк. Я сейчас уже не хочу ехать никуда. Газку даешь, все, раз, все, поехали. Красота. На вот таком мотоцикле какой-то дальняк, это просто, для меня это головняк будет. Сегодня вот так вот солнце, море. Так, поворотник. Я соблюдаю правила дорожного движения. Блин, это, конечно... Я чувствую, что вначале ему даешь вот до 4 до 5, происходят какие-то шумы, вот эта вот коробка в воздух, где заходит воздушного фильтра для мотора, он получает. Но ему нужны для нормального развития своих лошадей, которые есть по паспортным данным, ему нужны обороты, то есть... А что у него лампочка загорелась бензина? Макс сказал, бензин есть. Опа-на. Ну вот. Вот и бензин загорелся. Ему нужны обороты. Хорошие обороты, и тогда можно будет раскрыть этой CBR-ке потенциал. Так, конечно, чувствуется. Ты нажимаешь, что тормоз или газ. Вот. Тормоз, да, у него прям то, что... Задний тормоз, конечно, так себе, он здесь сильно нет самое, его надо использовать вместе с передним. Это, конечно же, да, вот это вот, да. Вот такая вот штучка. Ну, тормоза, да, видите, вот эти вот два тормозных диска. Я сейчас чуть-чуть нажал тормоз и прям бросает якорь, конечно, нормально. Все это делать, потому что вот эту вот всю мощь от CBR-ки надо остановить только с двумя такими большими дисками. Два цилиндра на суппорте, там два. Здесь, конечно же, вот мощный выхлоп. Здесь какие-то заглушки стоят, я не знаю. Сидушка очень, кстати, вот мягкий вот этот материал. Первые 2 минуты, когда я выехал, очень было дискомфортно. Если честно, в спине вот этот вот угол наклона, когда ты сидишь, это то еще себе клипоны китайские. Сейчас все в оригинале. Зеркала, я не знаю, кстати, эти зеркала оригинал или нет, проводами встроены. Вряд ли бы так Honda такие провода тянула. Говорю как есть. По функционалу, да, все вроде бы сделано так вот. Даже, смотри, даже аварийка есть, блин. У него вот здесь вот сейчас проблемку мы выявили, да, быстренько. Вот здесь на жидкости сцепления. Что-то с ним не то. Ну, то есть надо прокачать ручку сцепления, потому что воздух там на каких-нибудь там туристах надо, или спорт-туристы, где все закрыто пластиком, здесь прям вот эти вот штучки, лампочки здесь поменять прям, ну, easy, 2 минуты. HESD, я не знаю, что это такое. Обязательно найду в интернете. Вот этот вот сейчас вентилятор мне прям дул нормально. Вот этот вот, да. Все так близко, я смотрю, к пластику. Вот этот пластмассовый, этот пластик близко, прям все выхлопнуло. Здесь мотор горячий, уже прям хорошо нагрелся. Все так близко и ничего. Пластик вот этот вот весь японческий. Вот эти вот поворотники, что именно что я вот думаю, тоже скорее всего не оригинальные, потому что здесь такая впадина. Мне такие сомнения, что это оригинально. Но если это оригинально, прикольно, конечно. Но я бы их в другую сторону как-то развернул. Кто любит спорт, вот вам спорт. Я говорю, ссылочку на видео, где мы его разбирали, собирали. Что ты добавишь к этому мотоциклу? Спорт. Добавлю нормальный руль. Не, ну сейчас-то он нормальный уже. Надо нормальный, высокий. О, смотри, 2 дня поездил. Да? Хорошая, да. У него уже стоит сзади Öhlins. Спереди у него... как он на русском называется, HH, не знаю. Старверк, да, уже увеличенные тормоза. Ну, подвеска это, как она, подвеска? Да, у него карбоновые крылья, то есть много карбоновых деталей. Система впуска полностью без катализатора открытая, да. Но это мотоцикл для понимающих, это для кольца там. Для скорости.
как оно? Да, для гоночного какого-нибудь трека там. По городу тошнить это, ну как бы, Да. это понять надо. Игрушка. Я бы сказал, ну игрушка по-любому. То есть есть люди, которые прям вот тащатся вот по такому спорту вперед. Кто любит скорость, кто будет выезжать на трек, скорее всего, вот этот вот, наверное, можно было бы и использовать. Да по-любому можно, он для этого создан. Для такого, как я, он точно не создан. Но я сейчас на нем прокатился, уже понял сразу, я такое себе никогда не куплю. На оборотах в начале, а как таковой тяги, таковой нету. Ехать начинать где-то с тысяч, ну, С 5? с 7 где-то. С 7 даже? С 7, с 8. Ну, я думаю, может, с 5. Ну, я один раз, наверное, до 6 так дал чуть-чуть. Чем ближе стрелка приближается к красным оборотам, тем больше у тебя начинает сжиматься, да. Ну, да. Говорят, что 600-ки надо крутить, но литры все равно тоже надо крутить. Они как бы едут на низких оборотах, они лучше едут, чем 600-ки, Да. но их все равно крутить надо. Ну да, ты просто на низах меньше, ну, будешь, наверное, скорее всего, меньше переключаться вниз. Но если тебе надо нормально его двигать, тоже как бы... У него на первой передаче он едет 140, да. Ну... То есть- Да я выехал, прикинь, я почти до поворота доезжаю, такой, я смотрю, я на первой скорости еду, я даже до меня даже не доперло, я еду, гонсурмаль, газу даю, еду такой, не могу понять, что такое, когда на этот посмотрел, датчик, он иногда плохо видно, цифры, которые показывают скорость, я смотрю такой, и мне аж самому смешно стало, я уже на Кавасаки, там, наверное, на 3-й ехал, на 4-й, Первая до 140, да. на первой 140 едет, это вообще... Все баки, они покрыты специальным лаком, и поэтому он там ржаветь не будет. Это может мотоциклы там 80-х, 90-х годов, но в данный момент там ничего делать не надо. То есть у меня Kawasaki стояла с пустым баком всю зиму и ничего. Ну, нормально, да? Ржавчина. Наполовину идет пластмассовый бак, а вторая половина это воздушный фильтр. Кстати, да, ты мне как-то рассказывал, я вот, сейчас мы ехали, так раз, и вот здесь пластик такой, да? Да, это просто пластик, это просто крышка. Где у него бак был, говоришь? Здесь где-то, да? Тут, да. Тут он находится. А, ну она все равно это весь чехол или нет? Под этой крышкой. Ты его снимаешь и просто... А, это весь чехол? Да, это чехол. Там белый пластмассовый бак. Ну, видите, насколько драйвер вообще в спорте нифига не шарит. Не, ну он такой, ну вот когда теперь стучать. Я вот здесь что-то сейчас, пока показывал, раз пальцем такой, блин, пластик, и уже забыл. Ну вот такой вот Fireblade. Ему деваться некуда. Смотрите, вот он еще звук поближе сюда к микрофону. Вот такая вот пушка-гонка. До следующего видео. Как-то вот так, любителям спорта. Спорт вот этот. CBR Fireblade 1000 RR. Подробная информация в описании. Продолжение следует.